Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие новости имеют место быть и, соответственно, куда пойдет рынок сегодня в течение дня. Вы на канале Ниндзя Капитал. Так, друзья, давайте начнем с календарика событий. На сегодня должны выйти данные об объеме промышленного производства в Германии. Понятное дело, мир приходит в себя после того, что произошло с ОПЕК+. Но и здесь под эту гребенку еще и Америка решила откатиться. Так, на сегодня из важных событий, Германия, объем промышленного производства, непонятно, 2 звездочки, почему, на самом деле это как хороший с 3 звездочками должен быть. Далее, число открытых вакансий на рынке труда США, 5 часов. Вот это тоже достаточно существенный показатель, потому что он отображает на самом деле, как растет спрос на вакансии, то есть идет, точнее, как открываются вакансии и, соответственно, как нужны люди в экономике. Если экономика растет, то число открытых вакансий тоже растет. Если число открытых вакансий перестает расти, это говорит о том, что подошли к какому-то максимальному значению, либо сейчас начнется откат и восстановление будет либо не таким быстрым, либо начнет снижаться. Так, далее по Канаде. Канада нас интересует только как отображение нефти. Индекс деловой активности PMI за июнь. Окей. Далее, индекс потребительских цен ИПЦ по России. Почему-то они здесь лукавят и ставят 2 звездочки. На самом деле здесь их должно быть 5, потому что в зависимости от этого показателя Центробанк будет подкручивать, откручивать свою политику в части ужесточения ставок. Так, и сегодня в 9 вечера публикация протоколов ФРС. Вот здесь, я думаю, может возникнуть горячая пора, потому что в начале июля сложилось таким образом, что ряд факторов сошлись воедино. Так, друзья, вот на удивление интересная статья по поводу краха ОПЕК+, на российском ресурсе. Здесь, с моей точки зрения, достаточно интересное и правдоподобное объяснение, почему вся эта ситуация возникла и кому это выгодно. Дело в том, что Объединенные Арабские Эмираты, они запустили торговлю фьючерсом на свою нефть, и, соответственно, они планируют, чтобы этот фьючерс стал эталонным для ближневосточной нефти. Но для того, чтобы у него стала ощутимая ликвидность, необходимо, чтобы они нарастили добычу. И поэтому, собственно говоря, и пошли такие бадания. Фьючерс называется Мурбан. Вот. Соответственно, если они добиваются признания этого фьючерса, того, что он становится эталонным, они становятся ориентиром для Ближнего Востока. Торги поставочными фьючерсами на Мурбан, нефть Арабских Эмиратов, может стать эталоном для ближневосточных сортов нефти, но надо обеспечить более высокую ликвидность фьючерса, и ограничения ОПЕК не должны этому препятствовать. Вот краеугольный камень, то есть Объединенные Арабские Эмираты под шумок решили протолкнуться к вершине. И еще такой момент. У нас вот новая звезда, судя по всему, в нефтегазовой сфере намечается. Это Occidental Petroleum, которые получили концессию на разведку и разработку нефтяных месторождений. И, соответственно, власти Арабских Эмиратов не могут влиять на количество добываемой нефти. То есть здесь ларчик открывается, вот оказывается в чем. В том, что, во-первых, есть интерес свой фьючерс на свою нефть сделать эталоном. И второй момент, что тут есть определенные компании, которые внешние, и которые, соответственно, они в любом случае будут качать как хотят. И договоренность с ОПЕК, она кроме, скажем так, каких-то репрессивных мер по отношению к Арабские Эмираты, ничего не создаст, не принесет никакого бонуса для этой страны. Там есть еще много других всевозможных терок. Последнее время, во-первых, Саудовская Аравия, она активно пытается уйти от нефти, стать туристическим центром на Ближнем Востоке, как Объединенные Арабские Эмираты. И, что называется, между ними топор войны созрел. Так, здесь просто хотел обратить внимание, что на самом деле крах сделки ОПЕК+, и последующий, скорее всего, крах ОПЕК+, и ОПЕК
он все-таки в среднесрочной перспективе, да и в любой перспективе на текущем этапе не выгоден никому, потому что это вызовет сильнейшую разбалансировку. Он выгоден только тем трейдерам и тем структурам, которые делают ставку на волатильность, особенно волатильность в нефти. И поэтому здесь именно Объединенные Арабские Эмираты, у них, как мне видится, цель вот во всей этой ситуации следующая: получить максимально бенефиций, но при этом всю эту структуру оставить так, как она есть. Так, друзья, далее переходя к новостной повестке, давайте еще посмотрим все-таки, наверное, российскую. Так, ну вот против раздачи зеленых сертификатов. Ну, если это так, то тогда зеленые сертификаты надо немедленно раздавать, и, скорее всего, они окажут существенное влияние на улучшение конкурентного положения. Потому что есть определенные закономерности относительно того, кто высказывает какую точку зрения и как в дальнейшем разворачиваются события. Так, ну вот исследования. Россияне стали чаще выбирать отечественную косметику. На самом деле это тревожный звонок. Это не означает, что успешно идет импортозамещение. Это говорит о том, что у людей падают доходы. А соответственно, если падают доходы, то не будет устойчивого восстановления экономики. Так, вот депутаты удивили цены на картошку. Парламентарий уверен, что цены на овощи в стране неоправданно высокие. На самом деле в России практически на все цены неоправданно высокие, потому что они несут в себе монопольную или коррупционную ренту. И поэтому любые цены в России, они неоправданно высокие. Так, ну вот интересная штука развернулась с акциями Amazon. Они подорожали на 5%. Дело в том, что Amazon устроил отлуп Microsoft, которая там тендер у Пентагона выиграла на облачные хранилища. Но Amazon подсуетилась, подало заявление в суд. Американский суд, который вроде как самый справедливый и честный в мире, отвадил эту сделку, и соответственно на фоне этого Amazon получает новые возможности. Так, друзья, вот еще такой очень интересный момент. Ну, скажем так, для Америки он, в общем-то, достаточно типичный. Вопрос только в том, насколько глубоко зайдет ситуация и что к чему это приведет. Вот тут вопросы к мужу Пелоси, который накануне того, как Amazon побрила Microsoft, купил опционы, которые на рост стоимости Amazon. И, соответственно, здесь возник вопрос относительно того, знала ли Пелоси, что это произойдет, и знал ли муж Пелоси от Пелоси о том, что такая ситуация возникла. Вот даже появились такие шаржи по поводу покупки акций Tesla, когда в начале текущего года Джо подписал федеральную программу по поводу электрификации автомобилей. Ну, то есть о том, что будет кардинальное изменение в структуре и, соответственно, оперативный переход на электромобили. Но вот эта ситуация очень интересная, потому что здесь будет показательно то, как американское правосудие, американский истеблишмент отреагирует и подействует, исходя из того, что одного из крупнейших политических деятелей, можно сказать, попытались схватить за руку. Так, друзья, вот еще такая интересная статья на Bloomberg. Кто же ослабил или уничтожил восстановление? Так, ну да, действительно, в текущей ситуации нефть, получается, откатилась на те цены, которые были в конце июня. Это пока, конечно, не конец. Здесь сейчас идет борьба за удержание нефтяных позиций. Но здесь примечательно другое, что разрыв доходности между самыми короткими и самыми длинными американскими облигациями сократился, а сокращение этого спреда указывает на то, что все-таки в обозримом будущем к концу года ожидают низкую инфляцию. Не могу с этим согласиться, мне кажется, это не совсем отображает реальное положение дел. То есть, ну вот, делают ставку американские финансисты на то, что к концу года инфляция будет снижаться. Ну а соответственно, поскольку инфляция, как ни крути, это перпетум мобили восстановления экономики, но по крайней мере, пока инфляция издержек не начинает убивать экономику, то соответственно индикатор того, что инфляция будет снижаться к концу года, по сути означает, что восстановление уже отыграно рынками. Так, ну и вот произошел значительный откат доходности десятилетних американских трежерей, то есть упали, получается, до уровня февраля, то есть это говорит о том, что идет сжатие или ожидается сжатие. Так, ну и вот движение в индексе Russell американским.
индекс, который отображает, что происходит в компаниях малой и средней капитализации, он указывает на то, что весьма вероятно уже подошли к той точке, когда начинают делать ставки на то, что все восстановление оно завершилось, либо будет недостаточно динамичным. Так, ну вот еще такой момент. Индикаторы того, что связано с открытием экономики постковидной, то, что отображает составляющие S&P по отелям и по авиалиниям, они, соответственно, никак не восстанавливаются, а здесь они идут на снижение. То есть получается ожидание, что будет дальнейший позитив, позитивная динамика, связанная с открытием американской экономики, с тем, что будут более активно ездить, пользоваться услугами отелей, она замедляется и постепенно выдыхается. Так, ну вот еще индекс такой есть ожиданий, он упал до нуля, то есть получается те данные, которые выходят по американской экономике, они уже никого приятно не удивляют. Так, ну вот еще такой момент, который указывает на то, что весьма вероятно будет коррекционный откат на рынках, это то, что у компаний будут падать доходы, и вот еще один компонент, это связан с тем, что происходит рост зарплат. Исходя из этого графика, здесь видно, что выставляемые счета на зарплату растут быстрее, чем реальное перечисление. То есть такое движение в этих индикаторах указывает на то, что ожидания на значительный рост зарплат в ближайшее время. Ну, зарплата это хорошо, это прекрасно, люди могут больше потреблять, но у компании из-за этого падает прибыль. Соответственно, это будет неотвратимо давить на американский фондовый рынок в обозримом будущем. Так, ну и вот в поисках виноватого, может быть, все-таки ФЕД накосячил. Продолжают они активно скупать ипотечные облигации, при этом, что доходность ипотечных облигаций падает. То есть, получается, они набирают актив, который не приносит надлежащего дохода. Но здесь ситуация она двоякая, потому что с одной стороны они таким образом стерилизуют денежную массу, по крайней мере они пытаются это делать, но с другой стороны они, получается, создают спрос на облигации ипотечные, которые приносят меньший доход, и соответственно они выступают дополнительным разогревателем рынка недвижимости. Так, ну и вот, что касается мнения, которое бытует о том, что рост денежной массы, денежной базы, ну и особенно того компонента, который реальная денежная масса, так называемая, ведет к восстановлению экономики. Текущая политика монетарная и США, и Европа, она приводит к тому, что наоборот денежная масса, она начала снижаться. Ну, то есть ее адсорбируют, но тем не менее такая ситуация, она пока поддерживает рост, но в ближайшем будущем то, что идет снижение денежной массы, может привести к тому, что восстановление либо начнет буксовать, либо мы увидим откат восстановления и, соответственно, обвал экономик и рынков, ну или какую-то просадку. Так, ну вот еще предполагается, что государственные пенсионные фонды западные также закладывают мину в текущую ситуацию. Дело в том, что пенсионные фонды увеличили накопление акций вместо облигаций, и значительная часть активов у государственных пенсионных фондов, американских, западных, она на текущий момент не обеспечена. И, соответственно, в ближайшее время, в ближайшие полгода они будут склоняться к тому, чтобы покупать облигации. Акции они накупили, соответственно, они будут пытаться прийти к равновесию таким образом. Ну, а соответственно, если покупают акции, то покупают облигации, то продают акции, это приведет к тому, что по рынку может начаться очень существенная коррекция. Ну и, в общем-то, то, что мы наблюдали на этой неделе, на вот этот коррекционный откат на Америке, как раз возможно и связано с тем, что американские государственные пенсионные фонды начали перекладываться из акций в облигации, потому что произошел коррекционный откат ключевого индекса и акций по Америке, и при этом снизилась доходность облигаций десятилетних трежерей. То есть это вполне может указывать на то, что здесь происходит перекладка, но вопрос только, как эта перекладка обрушит, не обрушит рынок. Так, ну вот еще по поводу
так называемого дельта варианта коронавируса в Великобритании, из-за которого произошел рост заболеваемости. Там провели исследования, и по сути заболеваемость она выросла среди молодых людей. То есть пожилое население, которое привито, оно от этого движения вируса пострадало мало. И поскольку первоначально и в наибольшем процентном отношении привиты именно пожилые люди, это говорит о том, что прививки, которые делали в Великобритании, то есть это получается в основном Модерна и Pfizer, они эффективно работают против так называемого дельта варианта вируса. Так, ну это наконец очень интересный график, то, что указывает на происходящее в мировой экономике. Это индексы композит PMI по Китаю. Вот он, видите, искривился и начинает проседать. По еврозоне он пошел наверх. И по Соединенным Штатам здесь изгиб, и он начинает корректироваться. Но здесь как бы очевидно, что продолжение тренда движения приведет к тому, что еврозона она усилит свои позиции в ближайшее время. Соединенные Штаты остынут. Ну а Китай здесь уже близок к тому, чтобы осыпаться и показать значение ниже 50. А значение ниже 50 это говорит о том, что экономика входит в стагнацию. Ну вот, друзья, и получается такая несколько противоречивая раскладка. То есть исходя из всех этих данных выходит, что в этом году, скорее всего, неизбежно ждет коррекционный откат, как ни крути, на рынках просадка. Но здесь возникает такой момент, что в наибольшей степени пострадать должен Китай от этого. Еврозона станет бенефициаром этого движения, ну, Америку поколбасит. Так, друзья, давайте перейдем к позициям на форте фьючерсов. По РТС юрики ждут продолжения коррекционного отката. По ВТБ здесь тоже набрали шортов, ждут, что он вообще провалится. По Сберу ставка на то, что Сбер все-таки выпрыгнет из сложившейся ситуации и пойдет тестировать верхнюю границу консолидации, ну там в районе 313 в идеале. Но с учетом того, что развивается на рынках, я думаю, такое движение маловероятно. Так, Газпром, здесь ставка на то, что Газпром отскочит, а Норникель ставка на дальнейшую просадку. Но там еще произошел новый инцидент экологический, и действительно Норильский никель, наверное, будут поддавливать. Опять же, ситуация с Норильским никелем, постоянно с этими инцидентами, она является вполне типовой. Вполне типовой даже не для Норильского Норникеля, а вообще для общего состояния российской так называемой экономики, которая основана на добыче и экспорте сырья, потому что даже те мощности, которые есть, в основном они заложены в 60-е годы 20 века и очень сильно изношены. Соответственно, это увеличивает вероятность любых техногенных инцидентов. Это не только Норникеля касается, это касается практически всех. И вот это движение, которое происходит в этом направлении, выход из строя основных фондов, которые сильно изношены, оно в ближайшее время окажет достаточно существенное негативное влияние на то, что происходит в экономике. Так, друзья, вот по Роснефти достаточно позитивные ожидания, ждут, что она будет отскакивать и расти. Так, друзья, далее евро-доллар. Здесь ставка на то, что евро-доллар будет пикировать. Так, далее сишка, рубль-доллар. Ставка на продолжение роста доллара. Евро-рубль, также ставка на продолжение рост евро против рубля, но она не такая мощная и уверенная, как в случае с долларом против рубля. Так, друзья, далее нефть, но здесь физики начали набирать лонги, юрики делают ставку на то, что нефть будет продолжать проседать. Критичное значение, первая сигнальная линия, это 74. По золоту, здесь консолидация и попытка роста. С серебром не такая позитивная картина, здесь, наверное, серебро будут пытаться просаживать сегодня. Так, друзья, далее нефть, наше все. SFD на нефть, дневной график, выбились из канала, пока это не страшно. Если 74 удержим, то вообще это ерунда, тогда пружина просто распрямится и пойдем наверх. Если сегодня закрытие ниже 74, то весьма вероятно движение продолжится, следующая остановка будет 72, вот здесь вот. Если сейчас такой цикл движения развивается, это говорит о том, что растущий тренд по нефти, который был, он остановлен. И здесь нас ждет
либо консолидации в этом диапазоне, либо продолжение коррекционного отката на фоне того, что началось, скажем так, появились некоторые признаки замедления у Китая, у Соединенных Штатов. И, в общем-то, это и является драйвером того, что нефть, она начинает барахлить. Да, есть еще фактор ОПЕК, то, что не договорились о том, кто насколько будет снижать, но здесь, я считаю, ключевой фактор – это именно то, что начался раздрай в восстановлении мировой экономики, это раз, и то, что закончилось полугодие, начались перекладки в активах, фондах. Так, друзья, но переходя на часовой таймфрейм, здесь ситуация более или менее позитивная по нефти. Здесь сейчас идет попытка отскока. Соответственно, если этот отскок развивается, то мы сегодня увидим возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Если в ближайшие часы не будет пробития 74, то сегодня весьма вероятно закрытие по нефти будет в районе 75,5, возможно даже выше. Так, друзья, далее золото. Смотрите, по золоту здесь ситуация немножко противоречивая. Она противоречивая в том, что закрытие было все-таки по 1800. Это указывает на то, что здесь быстрого роста по золоту, скорее всего, в ближайшее время не будет. Либо мы сейчас консолидируемся в диапазоне вот в этом 1812-1790, либо все-таки даже возможен коррекционный откат и попытка потестить 1773. Пока на движение ниже 1790, я думаю, вероятность невелика. Здесь на сегодня либо коррекционный отскок от достигнутого значения 1796 и попытка сходить повторно на 1808, или же если в ближайшее время вот это движение не состоится, то тестирование значения 1792-1790. Так, друзья, далее вопрос был по биткоину. Ну, смотрите, по биткоину сейчас достаточно позитивная ситуация. Если сегодня не будет коррекционного отката и пробоя 34-134, вот этого диапазончика, то сегодня весьма вероятно будет движение наверх, целью потестить и пытаться пробить 35 900, 36 тысяч. Так, друзья, далее Китай. Китай сегодня пытается отскакивать. Но пока его отскок, несмотря на эту здоровую дневную свечу, он неубедителен. Он неубедителен по ряду причин. Не буду в подробности вдаваться. Могу сказать так, что если на этой неделе не будет закрытия выше 5220, то вот эти все ходы, которые здесь осуществляются, они придут к тому, что он все равно обвалится и уйдет в район 4900-4920. Так, друзья, далее американский индекс NASDAQ, он нарисовал такой вот страшный на дневках крест, который по идее должен его обвалить в район 14 тысяч. Но здесь вот это движение вниз, оно разовьется только при пробое 14 400. Если пробоя не будет, то вот эти все пертурбации, они приведут к тому, что здесь будет еще одно накопление и еще один рывок. Но сейчас с Амазоном там очень активное движение, очень активная игра происходит. Так, друзья, далее природный газ, вопрос был. Ну, смотрите, по дневочкам идут попытки природный газ загнать все-таки в район 3,3. Пока нет уверенного пробоя 3,5, ни к чему это не приведет. Текущая картина — это фактически консолидация на хаях перед последующим ростом. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм, но вчера, судя по всему, ничего такого страшного пока не произошло. 18,5, не то что не закрылись, даже не достигли. Вот. И, соответственно, пока 18,5 не достигнуто, все эти движения, их будут назад уводить в консолидацию 17,5, 15, вот сюда, в этот диапазон. Соответственно, если пробоя 18,5 нету, то рынки будут себя более или менее устойчиво чувствовать. И S&P будет удерживаться на достигнутых значениях. Так, вот, кстати, S&P, это SFD на фьючерс. Здесь на дневочках разворотные формации. Ну и эти разворотные формации, они получают развитие при пробитии 4250. Если пробоя вот здесь вот нету, все вот эти страшные ужас-ужас разворотные свечи, они будут приводить к выкупу и консолидации на достигнутых значениях. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, по недельному таймфрейму у нас здесь произошел разворот и ждет нас движение в район 77.36.
Для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы ряд условий было выполнено и было пробито несколько уровней. Ну, вот ближайший уровень это 75,3. Сейчас на дневном таймфрейме идет попытка коррекционного отката. Если она приводит к пробою 74.05 вот этого значения, то скорее всего движение продолжится и до 73.65. Если сейчас здесь устойчивый пробой не наступает, то по факту набора позиций мы движемся вверх и цель движения 75,3. Но здесь факторов несколько. Я думаю, все-таки в наибольшей степени ключевой фактор это то, что происходит с российской экономикой, с ее слабостью. Все остальное это, скажем так, факторы, которые играют роль, но они являются производными именно от тех процессов, которые идут в экономике. Она не производит прибавочной стоимости. Так, ну и вот на часовике мы видим эти страсти мордасти здесь разворачиваются. Сейчас будет консолидация, нижняя граница 74,2, верхняя 74,5. Если здесь возникает пробой 74,5, то у нас цель движения сначала 74,8, потом попытка сходить на 75,3. Но сегодня размещение ОФЗ, там, хотя такое-то размещение будет, как обычно в последнее время, не очень понятное. И здесь, возможно, действительно, вот до того, как разместят, будут гонять вот здесь, вот в этом диапазончике. Ну а как размещение произойдет, логично движение наверх и попытка пробить 74,8 и уйти на 75,3. Если мы сейчас с утра устойчиво пробиваем 74,15, то скорее всего сегодня вот это движение, оно уйдет в диапазон 73. 65, 74, 0,5. Вот сюда, вот этот диапазон. Такой сценарий возможен. Посмотрим, будет, не будет пробития вот этого диапазона. Если пробитие устойчивое будет сейчас, в ближайшие часы, то уход последует вот сюда, вот в эту область. Друзья, в общем-то все. Основные новости, активы. Спасибо за внимание. Успешных торгов.